Первым делом я заранее отвариваю рис в подсоленной воде. Рис у меня пропаренный, длиннозерный. Лук нарезаем четверть кольцами. Мелко нарезаем грибы. У меня замороженные отварные лисички. Можно заменить их шампиньонами, но тогда отваривать их предварительно не нужно. Разогреваем сковороду и вливаем растительное масло. Выкладываем лук и обжариваем до мягкости. После чего добавляем грибы. Теперь все это нам нужно подсолить и по желанию поперчить. Обжариваем буквально 2 минуты и добавляем готовый рис. Все хорошо перемешиваем и можно подавать к столу. Такой рис прекрасно подойдет к любому мясному или рыбному блюду, а также может являться самостоятельным горячим постным блюдом. Первым делом ставим отвариваться картофель в подсоленной воде. Теперь я мелко нарежу лук. Не слишком мелко нарезаю грибы. Также сюда нужно натереть морковь на крупной терке. У меня уже натертая, замороженная. Сковородка нагрелась, наливаем растительное масло. И обжариваем лук. К слегка поджаренному луку добавляем морковь. Далее сюда добавляем грибы. Как только из грибов выпарилась вся влага, подсаливаем. Добавляем черный молотый перец, 2 столовые ложки томатной пасты. Все хорошо перемешиваем и тушим пару минут. В самом конце добавляем банку красной фасоли, банку белой фасоли. Все хорошо перемешиваем и тушим еще пару минут. Картофель готов. Воду я слила, и теперь я его потолку. Добавляю немного бульона от картофеля, который я ставила заранее. В самом конце добавляем мелко нарезанный укроп и хорошо перемешиваем. Теперь в форму выкладываем половину картофеля. И равномерно по форме его распределяем. Теперь выкладываем слой овощей. И сверху выкладываем оставшуюся картошку. Все, смотрите, хочу показать вам, какая получается запеканка в разрезе. Отправляем в духовку, температуру ставим 180 градусов на 20 минут. Кто сказал, что постное это невкусно? Это очень вкусно. Это такая вкуснятина, что даже мяса не нужно. Обязательно попробуйте, приготовьте. Я просто вам рекомендую. Уверена, что вам очень понравится. Для начала приготовим маринад для нашего картофеля. Для этого мне нужно смешать некоторые специи. Я беру по пол чайной ложечки каждой. Это орегано, тимьян, красная паприка, чеснок сушеный, розмарин, куркума и черный молотый перец. Все эти специи отправляем в растительное масло и хорошо перемешиваем. Картофель я разрезаю напополам. И каждую половинку еще на 3 части. Я предварительно картофель помыла, почистила и обсушила бумажным полотенцем. Теперь перекладываем картофель в глубокую емкость, подсаливаем,
Заливаем маринадом и все хорошо перемешиваем. Выкладываем картофель на противень, который я устелила пергаментной бумагой. И распределяем ее так, чтобы она не касалась друг друга. Так она лучше пропечется и подрумянится. Отправляем картофель в духовку, разогретую до 190 градусов, на 40 минут. Будем смотреть по готовности. Пока запекается картошка, я мелко нарежу зелень. Сегодня у меня петрушка. К зелени выдавлю пару зубчиков чеснока и перемешаю. Картофель мой готов. Посыпаем его зеленью и подаем к столу с любым мясным блюдом. Мелко шинкуем капусту. Капусту переложили в глубокую емкость и слегка ее пожмем, чтобы она была мягче. Лук в капусту я всегда нарезаю мелко. Морковь нужно натереть на крупной терке, у меня уже натертая, замороженная. После чего капусту перекладываем в сковородку, добавляем полстакана воды и на минимальном огне тушим 20 минут под крышкой. У меня прошло 20 минут. Капуста вся осела. Вот, смотрите, выпарилась вся вода. Теперь добавляем к ней мелко нарезанный лук, натертую морковь. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Все хорошо подсаливаем. Добавляем чайную ложку сахара. И все хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и продолжаем тушить, периодически помешивая. У меня прошло 15 минут. Теперь я сюда добавлю 2 столовые ложки томатной пасты и все тщательно перемешаю. Пробуем на соль, если нужно, подсаливаем. Накрываем крышкой и тушим еще буквально 5 минут. Попробуйте приготовить капусту по этому рецепту, я уверена, что вам тоже очень понравится. Такую капусту можно подавать как гарнир к любому мясному блюду. Еще я использую ее как начинку в пирожке. В общем, это вкусно, пробуйте, готовьте. В глубокую емкость всыпаем муку, соль, растительное масло и слегка перемешаем. Небольшими порциями вливаем кипяток и замешиваем тесто. Далее еще буквально 1 минуту помешаю на столе. Делим тесто на 4 части. И каждую скатываем в шарик. Накрываем пищевой пленкой или пакетом и даем настояться минут 10. Затем каждый шарик тонко раскатываем. Жарить будем на хорошо разогретой сухой сковороде, несколько раз переворачивая каждые 20 секунд. Такими лепешками вы можете заменить любой хлеб. Это быстро и очень вкусно.
Как вы поняли, это очень простой рецепт, пробуйте, готовьте. А я, как всегда, буду желать вам приятного аппетита. Все, спасибо, что были со мной, подписывайтесь на мой канал, ну и всем пока-пока!